Как же фотограф снимает и что же можно сделать в домашних условиях, используя знания фотографа? Начинать нужно с покупки фотоаппарата. Да, класс. И с зарядки фотоаппарата. Отличная идея. Так, ну что, переходим к тому самому заветному алгоритму действий фотографа в организации съемки. Ну, сразу говорю, что это мой личный алгоритм действия, поэтому если кто-то работает иначе, возможно, кто-то из вас фотограф, кстати, напишите, то это имеет место быть. Итак, сейчас вы увидите презентацию, которую мы будем разбирать. Подготовка к фотосессии. Начинается подготовка к фотосессии с вопроса о том, чего же хочет клиент. Но зачастую клиент сам не знает, чего он хочет, поэтому моя задача как исполнителя, как фотографа, сориентировать его среди всех тех возможных вариантов. Как я это делаю? Я задаю вопрос о том, каким человек хочет выглядеть на фотографии. Он хочет быть романтичным, или он хочет быть повседневным, он хочет быть какой-то сказочным или будничным, он хочет быть грубым, строгим, или же, не знаю, он хочет выглядеть роскошно и в блестках. Да? То есть я ориентирую его, накидываю ему ряд прилагательных, среди которых он ориентируется. Спрашиваю, есть ли референсы. Есть ли у него какие-то примеры? Может быть, он, не знаю, у соседа, у подружки видел какие-то фотографии, они ему понравились, и он хочет такие же. Ну, в таком случае вообще все очень просто работает. И должен ли быть сюжет на снимках? Что значит сюжет на снимках? Это значит, что мы не просто фотографируемся, например, на белом фоне, да, как у меня, в разных там ракурсах. Это значит, что мы ведем какую-то сюжетную линию. Например, девушка попила чай, потом она почитала книгу, потом она задумчиво посмотрела в окно и так далее. Не каждый человек этого хочет. Иногда он приходит на фотосессию, чтобы просто быть красивым, в простой одежде, на простом фоне, но тем не менее. Второй пункт подготовки к фотосессии – это локация. Ну, что, собственно, логично. Мы спрашиваем, хочет ли клиент фотографироваться в фотостудии или же дома. Хочет он, если это студия должна быть интерьерная или минималистичная. Если на природе, например, съемка, то что это за природа? Это парк, лес, поле, может быть какая-то вода. Вот. Если это городская съемка, где мы хотим сниматься? На улице, в каком-то старом городе или возле бизнес-центра, в кафе, в библиотеке и так далее. Локация. Локация решает, и локация очень помогает в формировании идей. Именно поэтому есть в моем алгоритме первый и второй вопрос. Это нужно для того, чтобы сформировать вот этот пул какой-то информации, чтобы предложить клиенту ту или иную идею. А напишите, пожалуйста, в чат, где бы вы хотели пофотографироваться, если бы вам сейчас предложили фотосессию. Что-то мне подсказывает, что не дома, если бы все было хорошо вокруг. Но, тем не менее, я очень жду ваших ответов. Расскажите, а я иду дальше. И вот третьим пунктом мы формируем идею. Находим так называемый центральный предмет фотоистории. Что я имею в виду? Вот смотрите, допустим, пройдя первые два пункта, у нас такая есть картинка. Клиент хочет домашнюю фотосессию. Он хочет быть спокойным, домашним, уютным. Он хочет чего-то такого действительно настоящего для своего архива, чтобы, не знаю, запечатлеть себя в этом периоде. Да? Я могу задать ему уточняющие вопросы о его виде деятельности, о его хобби. Например, возможно, он играет на гитаре. Да? В таком случае это сразу дает мне ключик для формирования идеи с гитары. Я предлагаю, быть может, тем самым центральным предметом фотоистории будет гитара. Может быть, на фоне гитары мы раскрутим весь сюжет фотосессии. Это не значит, что мы будем фотографировать гитару бесконечно. Да? Это значит, что просто у нас появляется предмет, с которым мы будем манипулировать, вокруг которого будет достаточно легко двигать человек. Ему будет спокойнее, потому что он будет в действии, он будет играть на гитаре, он будет ее держать, там, обнимать, может быть, еще что-то. Вот. Ну, в общем, хорошо и фотографу, и модели. Вот. Надо сказать, что центральным предметом фотоистории будет не обязательно хобби человека, да, это может быть любимая книжка, а может быть и красивое платье. Вообще идея может быть построена, исходя вот из, не знаю, любой, даже из слова, из предмета, да, то есть вы можете идею построить
исходя от любого там ключевого словечка, из чего угодно. Вот, поэтому я и задаю все вопросы предыдущему человеку, чтобы это дало мне, во-первых, понимание о том, чего хочет человек, а во-вторых, дало мне почву, чтобы я могла накидать идей. Идей я накидываю человеку обычно несколько, вот, для того, чтобы он выбрал то, что ему по душе. Итак, мы переходим к следующему моменту. Образ и реквизит. Значит, мы определились с идеей, теперь мы можем переходить, грубо говоря, к одежде. На данном этапе многим людям хочется куда-нибудь убежать, прекратить подготовку к фотосессии, потому что все мы недооцениваем собственный гардероб, особенно это касается девушек. Но тем не менее, как поступаю я? Я высылаю человеку ряд рекомендаций и говорю, давай ты посмотришь свой гардероб и вышлешь мне то, что ты считаешь подходит под эти рекомендации. И я тебе подскажу, что будет выглядеть лучше на фотографии. Фотографу это сделать немножко проще, ввиду большей насмотренности. Хотя всегда есть клиенты, которые точно знают, как они хотят выглядеть, и тогда, собственно, уменьшается количество времени в диалоге. Итак, какие же это рекомендации? Тем меньше цветов в одежде, тем лучше. Чем однотоннее одежда, тем чище и аккуратнее она выглядит в кадре. Чем меньше украшений, блесток, принтов, каких-то страз, тем лучше, тем аккуратнее. Стиль одежды должен гармонировать с локацией, которую вы выбрали. Но если только идея вашей фотосессии не в том, чтобы показать какой-то там контраст, например, да, там какую-нибудь социалочку снимаете, там девушка в каком-то безумном фэшн-прикиде находится, ну, не знаю, вылазит из мусорного бака, например, да, но это мы сейчас говорим не об этом. Ну и что касается рекомендаций по макияжу, макияж должен быть нейтральным. Тоже, если только макияж не является центральным звеном идеи вашей фотосессии. Потому что мы сейчас говорим о домашней съемке, она тоже бывает разная, но все-таки чем нейтральнее и мягче макияж, тем чувственнее, тем более настоящим выглядит портрет. Вот, так что не переусердствуйте с этим. Так, можно уже глянуть ответы на ваши вопросики. Можно снимать на телефон. Так. На природе, в лесу, на море, где кто хочет фотографироваться. Руины исторических зданий, горы, заброшенное здание, море. Ой, да, море. Лес, возле озера, возле камней, на заброшенной заправке. Класс, слушайте, столько локаций закинули. Круто было бы в Чернобыле. Ну, да. Закаты, рапсовое поле. О, помещение с огромными окнами и лучами дневного света. Такие классные, слушайте, у вас предложения. Самой захотелось оказаться везде, где вы сказали. Но, тем не менее, да, вот смотрите, большая часть людей написала о том, что хотела бы оказаться где-нибудь за пределами стен нашего дома. Вот. Мы всегда склонны недооценивать дом как локацию для фотосессии. Я часто слышу это от клиентов, им кажется, что у них слишком скучные обои, и вообще слишком темно, и все приелось. Вот именно, приелось. Именно поэтому мы думаем, что дома нельзя сделать ничего интересного. Это не так, ребята. На самом деле, классную фотосессию можно провести на метре стены, об этом я вот как раз сейчас вам буду говорить. И наша ванная, наше окно, наша кухня, кусочек наших обоев может в кадре действительно выглядеть круто. Вопрос в том, сможете ли вы найти эту локацию. Поэтому для того, чтобы вас как-то сориентировать и помочь вам в этом поиске решения для домашних фотосессий, я написала такие коротенькие ориентирчики. Значит, что мы будем искать дома? Как мы будем искать эту самую локацию? Первое. Нам нужно светлое место. Под светлым местом, внимание, я подразумеваю не только, например, место, которое хорошо освещается светом от окна, да, я имею в виду любой источник света. Это может быть гирлянда, это может быть торшер какой-нибудь, это может быть окно, это может быть свет от холодильника, от духовки, от свечки, от зажигалки, от телефона. Источник света может быть любым. Главное, чтобы он давал вам достаточно арсенала, чтобы вы могли реализовать свою идею.
фотографическую. Да? Кстати говоря, 22 мая в 18:30 будет мастер-класс по домашнему свету, где вот эту историю о том, где искать домашний свет, чтобы это было прикольно, как-то интересненько, нетривиально, мы раскрутим более широко, копнем более глубоко, и я постараюсь сделать как-то интересненько, интерактивненько. Значит, как я уже сказала, целую фотосессию можно провести на квадратном метре стены. Это всегда для меня было постулатом, когда я пугалась, что не смогу провести фотосессию, потому что мне не хватает красивых мест. Например, что мы можем найти дома? Стена, кусочек обоев, кусочек шторы, ванная, диван как фон, да, то есть может быть просто спинка дивана, например. Вот. И что нужно здесь сказать, что к фону предъявляются примерно те же требования, что предъявляются к одежде. То есть чем однотоннее, чем проще, тем лучше. Чем меньше принтов, чем меньше всяких закорючек на фоне, тем лучше. То есть чистенькая, аккуратненькая локация, чистенький, аккуратненький фон. Так что любите свои дома и сейчас посмотрите, пожалуйста, на них с интересом. И напишите, пожалуйста, в чате, какое место в вашем доме, исходя из вот этих требований, которые я написала, пришло к вам в голову как локация для фотосессии или хотя бы для одного снимочка. Что это за место в вашем доме? Что станет вашей фотолокацией? А мы движемся ко второй части нашего мастер-класса, где я вам буду показывать свои автопортреты, которые сделаны были в домашних условиях. Я расскажу вам, исходя из своего алгоритма, который вы сейчас увидите на экране, ну, это обобщенный, да, то, что вы видели на предыдущих слайдах, как я формировала этот кадр, откуда он такой взялся, почему вообще я так выгляжу на фотографии, как это было организовано, где что стояло и так далее. Я буду показывать вам фотографию, а дальше мы будем смотреть на схему. Итак, вот такая фотография. На фотографии я начинаю. Первое, чего я хотела. В тот момент я узнала о том, что болен мой близкий человек, и мне хотелось это как-то выразить в фотографии. Болезнь ассоциируется с бледностью, какой-то блеклостью, поэтому я знала, что я хочу фотографироваться на белом фоне, ну, на крайняк на каком-нибудь сером. Поэтому я выбрала белую одежду, поэтому я выбрала белый фон. Поэтому на фотографии у меня практически обесцвеченные волосы, глаза, и вы видите только красные акценты, да, губы и царапины, напряженную руку. Вот, собственно, все это выражает мою идею о том, что я очень переживала за близкого человека, за его болезнь, мне было больно, и поэтому родился такой кадр. Давайте посмотрим, как это все было сделано. Фон в данном случае это белый пододеяльник, который был сзади меня прикреплен к стене, что никак не отразилось на обоих, надо сказать. Вот. И этот же пододеяльник прикрывал спинку дивана, на котором я сидела. Источником света в данном случае было окно. Я, в принципе, очень люблю естественное освещение, поэтому по максимуму всегда использую в фотосессиях своих. Значит, источник света – это окно справа. Я сижу на кухонном диване. Напротив меня стоит стол, на столе камера на, наверное, нескольких книжках, чтобы быть повыше, компьютер. В левой руке у меня мышка, чтобы я могла через компьютер, дистанционно управляя камерой, которая подключена по USB, естественно, к компьютеру, чтобы я могла нажать на спуск затвора дистанционно и сделать тот самый кадр. Все-таки это автопортрет. Да, я вам показываю, конечно же, автопортреты, сделанные на камеру. Ну, на то я и фотограф, да. Вот. Надо сказать, что все эти рекомендации, все эти схемы, они работают и на мобильную фотосессию, да, на мобильную фотографию. Вы можете фотографироваться на что вам угодно. Понятно, что есть нюансы, понятно, что это разное качество и так далее. Но все это об одном. Просто я, естественно, как фотограф, должна вам показывать более чистый пример. И все-таки, наверное, это будет неинтересно, если я начну вам показывать мобильную фотографию. Может быть, об этом поговорим когда-нибудь попозже, если с вами подружимся. Следующая фотография. Вот такая. Была беленькая, теперь черненькая. Чего я хотела? Да? Движемся по тому же алгоритму. Чего я хотела?
Я хотела спокойную фотографию, какую-то умиротворенную, одухотворенную. У меня были перемены в жизни. Кстати, часто перемены в моей жизни выливались в автопортрет. Вот. А были перемены в жизни, и мне хотелось как-то отобразить вот это, там, не знаю, свою открытость к чему-то новому, светлому, да, такое стремление к свету. Поэтому я знала, что я хочу в темноте сфотографировать световой луч. Где мне было взять эту темноту? Я нашла ее под письменным столом, эту темноту. Посмотрим на схему. Я сижу возле письменного стола, и вот тот черный фон, который вы видите сзади меня, это просто пространство под столом. На столе передо мной стоит лампа, обычная лампа настольная, которая светит мне прямо в лоб. Вот. Я стою в данном случае на коленках согнутых, точнее, сижу на согнутых коленках. У меня в правой руке у меня мышка. Я все так же дистанционно управляю камерой. Одежда выбрана черная, потому что я хотела, чтобы вокруг меня было черным-черно. Ну и все, выставляю свет так, как мне хотелось бы. Выставляю камеру, регулирую все настройки и делаю снимок. Вот такая схема вот такого кадра. Идем дальше. Следующая фотография, сделанная в домашних условиях, сделана также в период перемен. Значит, многое разбилось в моей жизни тогда, и в том числе моя рука. Сидела я, смотрела на свою ссадину на руке, и думаю, блин, хочется сделать себе какой-нибудь снимок. Я не так часто их делаю, если честно, видимо, жду кризисов. Вот. Думаю, как же это связать, какую-то историю, что я хочу. И я решила, что хочу отразить, значит, что из боли вырастает всегда что-то новое, да, что когда ты покрылся ранами, значит, эти раны затянутся, и ты станешь круче. Ну и, собственно, так родилась идея взять этот листочек. Зелень – это всегда символ начинания чего-то нового, и поэтому я взяла главных персонажей – рану, зелень, и, вооружившись этим всем, пошла, значит, творить красоту. Как я творила эту красоту? Ну, думаю, так, надо мне, значит, одежда, которая не будет отвлекать от этого всего, да, и взяла такую рубаху, типа, аскетичную, которая не будет перебивать основные вот эти вот детали. Ну, естественно, потом постобработкой, да, я подчеркивала те моменты, которые я хотела бы. Это уже вопросы к постпродакшену фото. Это, наверное, отдельная тема для разговора, очень интересная, особенно для тех, кто занимается фотографией, но очень большая для сегодняшнего мастер-класса. Итак, как же все было? Фон в данном случае это просто комната. То есть просто комната, и сзади просто не было каких-то объектов, которые смогли бы мне как-то помешать. Вот. Свет передо мной находится окно, которое меня отлично освещает. Камера также стоит передо мной на столе, сбоку стоит ноутбук, чтобы мне не мешать, но чтобы я могла там как-то краем глаза контролировать, что же я все-таки снимаю. Вот. Ну и все, дальше уже вопросы позирования, вопросы того, как я хочу расположить объекты в кадре, как правильно выстроить композицию. По композиции, ну, тоже было бы здорово отдельный мастер-класс провести, но сейчас мы с вами здесь насматриваемся, да, неважно, знаете ли вы принципы композиции, у каждого человека есть свое собственное чувство прекрасного, и он способен сориентироваться, доверяя себе, и сделать кадр, который ему понравится. И еще один кадр. Котик. Чего я хотела, когда собралась сделать этот кадр? У меня появился котенок. Мне хотелось его сфотографировать. У кота был офигенный розовый нос, поэтому я сама оделась в розовое. Оделась в розовое, над фоном не заморачивалась в данном случае, это просто открытая дверь, которая, ну, никак не сказывалась на, не знаю, захламленности кадра, да, то есть все было ок, все меня устраивало, вот, поэтому я так все и оставила. Как было организовано? Значит, сзади вы видите просто дверь в комнату на заднем плане, свет, все тоже любимое окно, модель, я сижу на стуле, передо мной камера, передо мной все тот же самый ноутбук,
И основная задача и трудность этой фотографии состояла в том, чтобы поймать кота в нужном месте. Вот, потому что он вот существо подвижное, тем более котенок, но ему, видимо, тоже было интересно, поэтому так вот получился этот кадр. Извините, что-то куда-то отвалилась картинка у меня. Вот, слава богу, я вернулась к вам. Надеюсь, все в порядке. Что-то камера моя решила пошалить. Значит, на чем мы остановились? На коте. Да, кота было не просто поймать, но ему было интересно, поэтому снимок таки получился. Значит, ребят, а сейчас я вам предлагаю следующее. Вот фотография, которую я предлагаю вам расшифровать. Ответьте мне, пожалуйста, на вопросы, чего я хотела, когда думала об этой фотографии, что у меня в руках, почему у меня это в руках, где я нахожусь, что у меня на фоне, вообще для чего все это и как это все было организовано. Какой источник света в данном случае? Вот, то есть, расскажите мне об этой фотографии. А пока вы будете рассказывать об этом, я посмотрю, какие же фотолокации дома вы нашли. И почитаю. Светлая стена в коридоре, шторы на кухне, однотонные обои, торшер с новогодней гирляндой, комната, рабочая доска, обои, плитка в ванной, лестничная площадка, балкон, книги открытые, класс, открытый балкон, окно, занавеска возле окна, как крепили пододеяльник, на булавке швейной. Гвоздик на стене. Так, пол. Пульт дистанционного управления – это круто. Я тоже купила себе пульт дистанционного управления, но по-прежнему мне удобнее так. Не знаю, возможно, у меня просто не очень хороший пульт, потому что он как-то срабатывает, но не самым прекрасным образом. Короче, в общем, я пока действую по старинке. Так. Так, короче, очень круто. К вопросам к вашим я вернусь. Где вы обрабатываете фото, в какой программе? В фотошопе. Сколько времени занимает обработка. В общем, я пробегусь потом в самом конце по вопросам и обязательно вам на них отвечу. Вот. А пока возвращаюсь я к фотографии, которую вы должны мне расшифровать. Я буду очень рада увидеть ваши расшифровки. И скажу вам вот что. В описании к данной трансляции, кроме ссылки на чатик, есть ссылка на мой Инстаграм. Для чего она там есть? Для того, чтобы вы могли задать мне любые вопросы уже после презентации этой, после трансляции. И если вы захотите получить схемы, да, вот, которые у меня там были, мало ли, может, они вам пригодятся. Может, вы захотите повторить такую же картинку. С этого, кстати, начинается творческий путь многих фотографов. В этом ничего такого нету. Вот, вы мне пишете в директ, и я вам высылаю это любым удобным образом, без проблем. Вот, я думаю, что запись данного мастер-класса можно будет получить, но вы можете мне написать. Вы можете мне написать, и я вышлю вам вот эти схемки. Вот. Сейчас будем смотреть варианты ваших ответов. Я смотрю, уже они летят, подлетают ко мне. Вот, кстати, хотела прокомментировать ваши домашние локации. Крутые локации. Классно думаете, ребята, классно отнеслись сейчас к этому вопросу. Вот, любить дом как фотолокацию, тем более, что сейчас часто ничего другого не остается. Я очень люблю домашние съемки. Когда мне клиент говорит о том, что он хочет домашнюю съемку, я обожаю этот момент. Потому что интерьерная студия, например, где там диван стоит, да, шкаф какой-то, еще что-то. Это всегда красиво, но это не ваше место, да, то есть это не место клиента, это не место, в котором он живет. И это всегда здорово, четко.
фотографии будут красивыми, но недостаточно настоящими, на мой взгляд. Поэтому я очень люблю домашние съемки в реальной обстановке, понимаете, с диваном, который человек, возможно, сам себе купил, или с книгами, которые он читает всю жизнь. Вот это место, вот эта локация, это круто. Вот. Вернусь к тому, что мы часто недооцениваем свой дом, потому что он нам просто-напросто приелся. А еще, конечно же, дома всегда есть вопрос со светом. То есть фотография – это рисование светом, и поэтому свету здесь отводится огромное место. И об этом мы поговорим 22 мая в 18:30 на мастер-классе по домашнему свету. Там я уже буду вам рассказывать какие-то лайфхаки, может быть, что-нибудь покажу. Вот, ну, по крайней мере, буду стараться сделать мастер-класс таким образом, чтобы был какой-то интерактивчик. Так, настало время почитать. Что это такое? Визитка, показать, кто я. Свет из другой комнаты. Идея автопортрет, показать рабочее настроение. Кого снимали? Мне кажется, идея была в том, чтобы показать себя как творческую личность, именно как фотографа. Идея нашла зенит в стиле ретро, фон комната, стол с полировкой, стекло, свет, лампа. Сама презентация к этой трансляции. Нет, фотография была сделана давно. Показать, что фотограф любит съемку на пленку или пленочную обработку. Идея показать, что вы занимаетесь чем хотели бы. Ага, профессионал на фото. Цвета очень приятные, вечерняя гамма, свет от балкона. Да, это была самопрезентация. Ну, правда, эта фотография была сделана не к данному эфиру, да, а год назад или уже 1,5 года назад. Фотография эта была сделана для того, чтобы оформить свой профиль в соцсетях. Мне хотелось сделать фотографии с фотоаппаратом, потому что я поняла, что у меня их просто нет. Поэтому я взяла зенит. На зенит я снимаю редко. Ну, больше даже муж любит им пощелкать, потому что это его фотоаппарат. Вот. Больше я снимаю на цифру. У меня Canon 6D, кстати, самый ходовой объектив, самый любимый, единственный в наличии, но иногда беру в аренду. Значит, мой объектив это 50 мм 1,4 Sigma. Его страстно люблю, очень широко используемое стекло, несмотря на то, что многие думают, что это исключительно портретник. Вот, расшифровки, короче, классные. Ну и, естественно, в точку. Что касается фона. Фон – это коридор, в котором включена обычная лампочка. Вот она дала такой классный апельсиновый цвет. Конечно, это еще вопросы постобработки, само собой, но, в общем, это лампочка. Поверхность, на которой лежит фотоаппарат с моими руками, это стол стеклянный, в нем красивенько отражаются руки, и я нахожусь в таком полуприседе возле стола, вот примерно таким вот образом, чтобы все красивенько уместилось в кадр. Вот, значит, мне все еще досыпаются ваши варианты того, что это значит за фотография. К этим вариантам я бы еще, на самом деле, очень хотела бы вернуться. Тем более, что у нас еще, я смотрю, будет время ответить и на вопросы и так далее. Поэтому я вернусь, возможно, что-то еще прокомментирую. Вот. А сейчас мы переходим к следующему этапу нашей презентации. Значит, что же у нас будет за следующий этап мастер-класса? Сейчас мы, ребята, с вами будем собирать мне новый автопортрет. Как мы будем это делать? Да запросто. Подождите, пожалуйста, меня минуточку. Никуда не уходите, послушайте музычку. Я вернусь к вам. Я снова здесь. Как видите, я слегка сменила обмундирование. Значит, я переоделась в халат. Зачем я переоделась в халат? Потому что я буду делать домашнюю весеннюю фотографию. Это мое желание. Это первый пункт моего алгоритма. Чего хочет клиент, то есть я? Что я хочу? Я хочу домашнюю весеннюю фотографию. Сейчас у нас весенние фотографии часто бывают очень домашними, потому что мы очень много времени там проводим. Ну, собственно, поэтому я одела халат. Значит, следующий вопрос – локация. Да? Ну, у меня есть белый фон, да, но я бы хотела использовать другой фон. Более реалистичный, более приближенным к условиям, которые есть у каждого из вас. Поэтому у меня здесь есть шторка из ванной. Шторка из ванной. Вот такая вот шторочка. Так, подождите. О,
Все, клетчатая шторка из ванной. Не зря была куплена. Не знала, что пригодится для трансляции, но вот видите, какая красотища. Так, шторка у меня черно-белая, поэтому мой халат отлично подходит к фону. На красные пятна не обращайте внимания, когда нервничаю, всегда краснею с самого детства. Халатец у меня есть. Так, весенняя фотка. Так, вопрос следующий. Свет. Какой у меня будет свет? Сейчас на меня светит круговая кольцевая лампа, да? Вот. Но я буду рассматривать для конечного результата естественный свет. Так, на меня светит лампа, у меня есть фон, у меня есть домашняя одежда. Весенний. Что будет говорить о весне в моем кадре? Ну, наверное, вот этот кустик, да. Вот. Возьмем веточку, одну какую-нибудь. Ну, вот. А это, пожалуй, уберем. Значит, одежда у нас есть, но, смотрите, мне хочется, чтобы эта фотография, она осталась у меня как-то в памяти, и я понимала, почему я ее такое делала, да. Мне хочется добавить более домашнего режима, потому что мы все сейчас сидим дома. Поэтому у меня есть полотенце. Так, отлично. Прекрасно. Ну и поскольку клево, когда в фотографии есть какая-то история, а не просто девочка, да, вот типа в полотенце, халате. Мне хочется говорить о том, что этот снимок был сделан в весну 2020 года. Поэтому самый модный аксессуар данной весны – масочка. О чем я скажу этим снимком? Да, дальше вопросы просто пудинга. Я говорю о том, что я сижу дома, что я сижу в изоляции. Таким образом, да, я говорю визуально, что я в изоляции. Маску использую на фотографии, я же не видео снимаю. Но я очень хочу на улицу, я очень хочу на улицу, я очень хочу к весне, я очень хочу, чтобы этот снимок был весенним. Поэтому дальше уже исключительно вопросы позирования. Как вы это хотите сделать? Хотите ли вы сфотографироваться с закрытыми глазами и вдохнуть аромат этих цветов? Или куда-нибудь нежно прижать эту веточку, а возможно засунуть эту ветку в маску, да? Ну, то есть, в общем, ваше дело, что с этим делать. Значит, ребят, поскольку на меня сейчас светит кольцевая лампа, кадр выглядит хотя бы хоть и хорошо освещенным, но все-таки искусственным. Я очень люблю и всегда топлю за естественное освещение, и поэтому вот это все, что мы с вами сейчас собрали, я буду использовать. Я сделаю эту самую новую фотографию, но сделаю я ее с использованием естественного освещения. Сейчас за окном еще светло, и я успею сделать снимок после окончания трансляции. И я его выложу к себе в Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм должна быть в описании к трансляции. Вот, я подписана там как Барушка. Вот, вы зайдете, увидите фотографию, которую я собрала тут вместе с вами на глазах у вас. И если будет желание, обязательно напишите, что вы были на моем мастер-классе. Мне будет приятно. Это будет такое более личное знакомство. Ну, вообще, на самом деле, это классный новый опыт. Я никогда не вела мастер-классы онлайн. И мне хочется как-то законнектиться с вами. Мне хочется, чтобы от этого был результат хотя бы в знакомствах. Вот так, значит, мы собрали мне домашнее весеннее фото. Но у меня кое-что есть для вас. Я хочу, чтобы наш мастер-класс был более интерактивным. Поэтому я предлагаю сделать вам, основываясь на этих свеженьких знаниях, ну, простых на самом деле, но свеженьких знаниях, сделать свой домашний автопортрет или не обязательно автопортрет. Давайте
Допустим, что можно использовать и другую модель, только давайте не кота, ладно, человека. Вы можете сфотографировать себя или можете сфотографировать близкого человека, который с вами живет или приходит к вам в гости в такое непростое карантинное время. Основываясь на те рекомендации, которые я вам сегодня дала, вы сформируете кадр, сфотографируете, выложите эту фотографию в Инстаграм, отметите меня. И среди тех фотографий, которые я увижу, я выберу победителя, вручу ему сертификат на бесплатную съемку. Сертификатом можете воспользоваться вы, а можете подарить кому-нибудь близкому. Вот, для тех ребят, у кого нет Инстаграма, я хочу, чтобы вы имели такую же возможность участвовать, поэтому в любой соцсети публикуйте фотографию, пишите мне в Telegram, Viber, сбрасывайте по имейлу. В общем, откуда бы ни пришла ваша фотография, она будет учтена. Я посмотрю все фотографии, которые вы мне вышлете, и выберу человека, который мне по душе, фотография которого мне показалась максимально приближенной к тем рекомендациям, которые я давала, да. Вот, и подарю бесплатную фотосессию без зазрения совести, и мы ее проведем в той локации, в которой вы захотите. Вот, значит, на этом слайде, собственно, вы видите ссылочки на меня в разных соцсетях. Там есть ВКонтакте, Facebook, есть мой номер телефона для того, чтобы найти меня в Телеграме. Ну, собственно, вы можете из чата перейти ко мне в Телеграме, в Вайбере. Есть мой имейл. Напоминаю, есть ссылка на Инстаграм в описании трансляции, да, то есть, ну, должна быть, по крайней мере. Вот, переходите, пишите, звоните, стучите. Вижу, пришел вопрос, до какого числа будет проходить розыгрыш. Давайте до следующего мастер-класса, может быть. То есть следующий мастер-класс 22 мая, и, собственно, давайте на мастер-классе я и объявлю того, кто выиграл бесплатную фотосессию. Это будет и интерактивчиком для следующего мастер-класса, и мне будет приятненько с этого начать, а не с смущающегося «Эй, ребят, тут есть кто-нибудь? Кто-нибудь уже пришел в трансляцию?» Вот. Поэтому, в общем, я жду ваши фотки, жду. Делайте классно, делайте интересно. Схемы, напоминаю, схемы фотографий, которые я вам скидывала, показывала, я могу скинуть. Я могу скинуть как пример того, как может быть все дело организовано и устроено. Вот, так что не упустите возможность получить бесплатную фотосессию. Так, а сейчас, наверное, перейдем к вопросам. У нас есть время. Слушай, неожиданно быстро я даже все проговорила. Очень волновалась, что все затянется на 1,5 часа. Я хочу вернуться к вашим расшифровкам моего портрета. Вот я хочу вернуться. Так. Идея, скорее всего, показать, насколько круто снимать на действительно хороший фотоаппарат. Так, свет от балкона. Читаю ваше описание сейчас, ребят, читаю повторно. Для чего читаю? Для того, чтобы найти самое емкое описание, самое классное описание. Алинка со звездочками, со следующим описанием. Свет от окна, фон, скорее всего, там открыта дверь, возможно, коридор, фото в зеркале. Идея, скорее всего, показать, насколько круто снимать на действительно хороший фотоаппарат. Будем считать ваше описание максимально полным, поэтому вот просто сгоряча, с пылу с жару, потому что сегодня я импульсивна и пятна мои подсказывают вам об этом. Дарю вам 50% скидку на любую фотосессию. Напишите мне, пожалуйста, еще раз в личку. Вот, организуемся. Но, наверное, попозже чуть-чуть организуемся, но организуемся. Так. А сейчас, ребят, есть возможность, пока у нас есть еще 15 минут времени трансляции, задать мне пару-тройку вопросов. Я пока вам включу музычку, а вы набросайте мне вопросов. И вот это снова я.
А, До какого числа будет проходить розыгрыш? Мы с вами договорились до 22 мая. Так, есть ли кадры на «Зенит», который был у меня там? Есть кадры, естественно, у меня они есть, но среди тех, которые вы сегодня видели, их, к сожалению, нет. Где я обучалась фотографии? Фотографии я обучалась самостоятельно. Я очень хотела фотографировать. У меня была какая-то прям такая безумная страсть с подросткового возраста. Но денег на фотоаппарат у родителей не было, поэтому пока я на 3-м курсе универа не заработала копирайтингом себе денег на фотоаппарат, как бы ничего бы не случилось. В общем, купила я камеру и, как увидела, сколько там кнопок, обалдела и думала, что никогда ничего с этим не сделаю такого. Но начала снимать. Параллельно смотрела какие-то узконаправленные ролики на ютубе, да, по цветокоррекции, там, по композиции и так далее. И вот таким образом, фотографируя людей, сначала за шоколадки, потом за минимальное вознаграждение и так далее, я пришла к тому результату, который у меня сейчас есть. Посоветуйте, пожалуйста, фотоаппарат для начинающего. Так, смотрите, ребят, все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите попытаться сделать профессиональные фотографии, да, какие-то, то есть обучаться именно ремеслу фотографирования, я бы рекомендовала покупать зеркалку. Не обязательно это самая дорогая зеркалка в ряде. У меня, например, Canon 6D, да, есть Canon 60D, первая моя камера Canon 600D. Ну, 600D, в принципе, классная камера, но, наверное, сейчас она уже подешевела, и поэтому можно, наверное, взять чего-нибудь чуть-чуть получше, то есть там 60D. У них есть разные отличия, да, то есть там это может быть full frame, полнокадровый или кроп, это когда матрица в фотоаппарате немножко уменьшена, то есть они бывают разные, но я бы рекомендовала покупать зеркалку. Зеркалку того бюджета, на который у вас хватит денег. Надо понимать, что картинка очень сильно зависит от объектива. И те объективы, которые обычно идут в комплекте исходно, да, то есть ты можешь купить просто тушку, а можешь купить с объективом, они зачастую очень слабенькие. Объектив тоже тянет большой бюджет, но можно купить, например, самый простенький полтинничек кэноновский, 50 мм 1.8, который раньше стоил $100, и получить уже достойную портретную картинку, скажем так. То есть хороший портретник, хоть и дешевый. Вот. В Никонах я не могу сориентировать вас, к сожалению, просто потому что я снимала на Nikon один раз в жизни. Вот. Зеркалка или цифра? В смысле, наверное, имеется в виду пленка или цифра. Цифровые фотоаппараты классные, особенно если вы можете хорошо обработать полученный материал. Но пленку ничего не заменит. В пленке есть свой шарм, а пленка – это эффект неожиданности. Это здорово, это классно. Есть фотографы, которые снимают только на пленку. Довольно рисковый и затратный по деньгам шаг, но классный, интересный. Не хочется брать в руки зеркалку. Вот, знаете, это я бы с вами с удовольствием бы поговорила, потому что у меня была мысль о том, чтобы перейти на беззеркалку, но надо сказать, что для того, чтобы была крутая картинка, да, для начинающего фотографа, ну, достойная, скажем, картинка, надо покупать беззеркалку дорогую. Ну, потому что те беззеркалки, которые не особенно дорогие, но они дают и картинку, если честно, такую. Ну, то есть вот я в руках держала фотоаппарат беззеркальный, ну, средненькая картинка, красиво, классно, но средненько. То есть за такой же бюджет можно было бы купить зеркалку, которая даст более серьезный результат. Поэтому, в общем, так. Гелиос. Гелиос – это здорово. Вот, то есть очень прям прекрасно. У меня когда-то была мечта купить Гелиос 40. Чем плохи беззеркалки? Я не пробовала снимать там долго беззеркалками. Один из моих знакомых говорил, что с ними есть какие-то нюансы при свете слабом, то есть когда нужно поднимать ISO. Но с другой стороны, я слышала, что у них огромный спектр ISO. Ну, в общем, я снимаю на зеркалку, я люблю зеркалку, но я бы тоже не против, чтобы моя камера весила немножко поменьше. Так. Как относитесь к новому тренду фотосессии через FaceTime? Просто наблюдаю. Очень классно, знаете, что показывает этот тренд? Классно показывает,
как можно использовать знания композиции для того, чтобы сделать красивую картинку, даже вот используя такие средства, да, то есть это здорово, но я не отношусь к этому прям как-то с воодушевлением. То есть меня это как фотографа не зажигает. Просто потому, что я люблю качество картинки. Я люблю спектр цветов, я люблю цветовое воздействие на зрителя. Мне нравится, когда картинка классная, когда она высокого расширения. Поэтому фотографирование через FaceTime, ну, это любопытненько, но, скажем так, сама я этого делать пока не начала. Рада, что мастер-класс понравился. Это очень приятно. Так, еще пару вопросиков. Там сверху были вопросики, я видела. А какой объектив используете? Уже сказала. Полтинник 1.4. Спасибо за комплименты, кстати, фотографиям. Очень приятно. Как вы обрабатываете фотографии, в какой программе? Как начинала работать в фотошопе, так и работаю. Пробовала в Lightroom, не зашел он мне по той простой причине, что когда вы загружаете RAW-файлы в Photoshop, они сразу отображаются в Camera Raw. Да? А Camera Raw, в принципе, обладает тем же функционалом, что Lightroom. Lightroom, конечно, пошире, но базовый здесь есть. И мне этого вот так хватает. А остальные функции я все делаю в Photoshop. Сколько дублей приходится делать, снимая автопортрет? Ведь нельзя увидеть кадр. Кадр я вижу, потому что я подключаю камеру к компьютеру именно с этой целью. В программе EOS-овской для Canon я вижу кадр и могу двигаться так, чтобы фотография получилась такой, как мне хочется. Сколько дублей приходится сделать, чтобы снять автопортрет? Да не знаю. Бывает много, бывает мало. Потому что я сажусь перед камерой и тоже сначала тушуюсь, не знаю, куда себя деть, да. Начинаю двигаться, начинаю что-то смотреть и так далее. Потом пересматриваю, понимаю, что она снимала не очень красивых фотографий. Выбираю из этого там 1-2, если это прям было как-то круто, возможно, 4 кадра. Вот. Иногда, ну, не так, чтобы прям я сидела 2 часа, да, то есть это занимает, ну, может быть, полчаса от силы, вот, но не 1 дубль и не 2. Вот. Так, как крепила я простынь на стену, я уже сказала. Предполагается встреча на фотосессии, чтобы понять, чего хочет человек. Нет, я встречаюсь с клиентом только уже непосредственно на фотосессии. То есть все мы оговариваем онлайн, дистанционно, я задаю все вопросы, он отвечает, мы ведем активный диалог, иногда диалог растягивается даже на несколько дней. Вот. А встречаемся мы уже непосредственно вместе в фотосессии. Вот. Как относитесь к объективам со сменным фокусным расстоянием? Ну, единственный объектив, который у меня был со сменным фокусным расстоянием, это самый первый китовый 18-55. Ну, как для профессионального фотографа, это объектив унылое говно. Вот. Для путешествий нормально. Для портретов, для глубокой какой-то атмосферной съемки нет. Есть дорогие, качественные объективы со сменным фокусным расстоянием. Вот. Я не исключаю, что качество картинки от них будет крутым, но я бы не покупала. Я бы не покупала, потому что я знаю, как работают фиксы. Я знаю, какую картинку они дают, и мне это нравится. Конечно, сменное фокусное расстояние обязательно вам нужно, если вы снимаете мероприятие, снимаете репортаж мероприятия на большой территории, например, матч футбольный, ну, вам по-любому нужно сменное фокусное, чтобы приближать, отдалять и так далее. То есть как я сниму футболистов со своим полтинником? Никак. Волнуетесь перед фотосессиями? Да. Конечно, у меня есть клиенты, которых я фотографировала много-много-много раз. Вот, с ними, скажем так, не волнуюсь, или с друзьями, но всегда есть вопросы. Извините, что-то шалит у меня сегодня фотоаппаратик. Собственно, кстати, веду я трансляцию сегодня на свою камеру любимую. Вот. Поэтому, видите, выглядит все достаточно прилично. Так, вопросы. Какую самую интересную идею приходилось воплощать в жизнь?
Ой, слушайте, на самом деле это было так много всего за этих 8 лет. Я начинала вообще фотографировать со всяких таких сюжетных, сказочных фотосессий. Мне это очень нравилось. Мне очень нравилось такое создавать собственную реальность на снимках, да. То есть какие-то выбирать такие необычные одежды, какие-то для девочек, может быть, платья в сказочном стиле, что-то такое. Ну, не то чтобы это были костюмы из костюмерных там Беларусьфильма, да, это была обычная одежда, но на какие-то такие темы необычные. То есть я добавляла какие-то свечи, иногда карты гадальные, еще что-нибудь. Ну, то есть истории были разные-разные истории про разных персонажей. И люди, в принципе, фотографировались. Потом перешла к более простым портретам. Мне очень хотелось отточить свое искусство, уметь фотографировать человека независимо от локации, которая его окружает, потому что локация очень помогает. Если у вас вокруг красивый сад, то это, конечно, вам на руку. А если у вас белый фон, кстати, он не белый, если у вас белый фон и человек в белой майке, вам что-то надо с ним делать, и поэтому я ушла в более простой портрет. Сейчас думаю о том, чтобы достать свои старые навыки сказочности и внедрить как-то, возможно, в этот простой портрет и создать какой-то для себя новый продукт. Не знаю, как это будет, но, в общем, думаю. Поэтому, что касается интересных идей воплощать, знаете, было всякое. Кстати, у меня была фотосессия в офисе ЕПАМа. Девочка уехала из Беларуси несколько лет назад, и в тот момент у нее как раз был переезд, и мы решили, что она хочет офисную фотосессию на своем рабочем месте. Вот. Так что у меня где-то есть фотографии из вашего офиса. А с какой самой сложной локации снимали? Ой, понимаете, вот мне трудно, правда. Вот я посижу пару часов, подумаю, я вспомню. Но сложной всякое было. Ползала по лесам, по полям, в канавах, на крышах, в разных студиях. Вот надо сказать, что репортаж всегда очень непредсказуемая съемка, поэтому, наверное, локации на репортажах сложно. Вот у меня был опыт. Некоторое время назад я договорилась о том, чтобы поснимать Ольгу Маркис. Может быть, кто-то знает, такой музыкант, основательница школы здорового тела «Секта». Короче, я договорилась с ней о том, чтобы ее поснимать перед концертом. У меня было 5 минут на то, чтобы ее поснимать. Я шла в Репаблик и вообще не предполагала, какие там будут условия по освещенности и так далее. Понятно, что, это медийная личность, мне хотелось сделать ей классный портрет. Да, кстати, ее портрет был в презентации такой синенький, маленький. И у меня в ленте тоже он есть. Мне хотелось сделать классный портрет, я не знала вообще, как это будет. Это было сложно. Я пришла, а там темнота, тусклый свет, ни хрена вообще нету. Короче, я ее завела в закулисье. Там светился единственный неоновый фонарь. Мы к нему подобрались. Я попросила ее еще подсветить себя чуть-чуть своим мобильным телефоном, и получилось достаточно достойно. Это было трудно, если честно. То есть это было прям... Я нервничала. Хотя бы потому, что, во-первых, это незнакомый человек, во-вторых, это медийная личность, а в-третьих, ну как бы не упустить бы шанс сделать хороший снимок. А вы только по портретам и людям, природа, животное, может быть, макрофото, какое вам интересно? Если да, пробовали ли вы продавать такие фото на eBay или Shutterstock? Я люблю портреты, я люблю людей. Так было с самого начала. Я когда-то, в школьное время я все время рисовала, в принципе, да, с самого детства. Я рисовала людей, по большому счету. То есть это любимое мое направление. Вот. Не пейзажист я, не макрофотограф, но мне еще нравится предметная съемка. Я и коммерческих несколько заказов делала на предметную съемку. Это интересно, это классно. Фуд-фотография, предметная съемка, это здорово. Пейзажная нет. Макро завораживает, но так, чтобы я сама начала снимать, вряд ли. Вот, будем с вами закругляться, уже 7 часов. И последний вопрос. Были ли вы сами на фотосессии у других фотографов? Как вы смотрите на свои фотографии, сделанные другим мастером? Один опыт у меня был на фотосессии у другого фотографа. Честно говоря, хотелось бы больше. Вот. Мы делали семейную съемку. Семейную съемку мы делали у фотографа. И я осталась очень довольна. Мне понравилось. Во-первых, я, конечно, не кипишевала, я не нервничала сильно, потому что я знаю, как это может
добавлять проблем фотографу, поэтому я вела себя спокойно, и я искренне кайфанула от снимков, которые получила. Ну, потому что я осознанно выбирала фотографа так, чтобы мне понравился результат. Вот. Спасибо вам большое, ребят, за вопросы. Спасибо вам большое за вашу активность. Я правда, честно, искренне переживала, что будет писать мне максимум какой-нибудь один человек, и это будет мой муж, например. Вот. А вы же классно участвовали, классно активничали, поэтому к следующему мастер-классу я подготовлюсь, может быть, еще лучше. Я старалась подготовиться к этому, но сделаю это еще более бодро. Напоминаю, разыгрывается бесплатная фотосессия. Сделайте свой домашний кадр. Это может быть автопортрет, может быть портрет близкого человека. И на следующем мастер-классе я скажу победителя. Вот. Спасибо вам. С вами было приятно. Еще разочек. Меня зовут Оля. Я фотограф.